В нескучном саду такое ощущение, что на носу не летние, а осенние игры. Но, несмотря на погоду, в клубе «Что, где, когда» продолжается экспериментальная серия. И сегодня, 29 мая, продолжение мини-сериала Дарины Сибуль. На вторую игру своего мини-сериала Дарина Сибуль пригласила тройку Анастасии Шутовой. Учитель Александр Мосягин, бизнес-консультант Артемий Анцупов и обладательница «Хрустальной совы» Анастасия Шутова. А в главных ролях сегодня маркетолог Диана Агейченкова, учитель Павел Журавлев и лидер главной тройки, аналитик Дарина Сибуль. Против двух троек знатоков сегодня играют Светлана Гривцова, Андреевская, Алла Соколова, Балашиха, Айса Альчинова, Санкт-Петербург, Ирина Гуляева, Химки, Сектор Блиц, Алексей Ладов, Балагоя, Наталья Багрова, Владимир, Саадат Сиидова, Баку, Сектор Суперблиц, Евгений Романов, Кагул, Полина Санжиева, Элиста, Наталья Тислюк, Минск. 13-й сектор. Мини-сериал Дарины Сибуль. Игра вторая. Телезрители против знатоков. Как всегда, до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Дарина, добрый вечер и вам. Добрый вечер. Скажите, почему на законное место тройки Кима Галачана, которая всякий раз играла во вторых играх, вы позвали тройку Анастасии Шутовой? Чем вы это объясните? Ну, мы сегодня попытаемся сломать эту традицию, проигрывать во второй игре, поэтому решили другую тройку позвать тоже. Госпожа Сибуль, в первой игре мини-сериала вам помогла победить тройка Дарьи Любинской. И мне очень любопытно, удастся ли вам победить сегодня и выйти в финал вашего мини-сериала. Как настроение, Дарина? Ну, мандраж есть, но в целом мне скорее просто я предвкушаю поиграть. Ну, давайте попробуем. Баку? Да? Баку? Против вас играет филолог Саадат Сиидова из Баку. Внимание! Черные туфли на черном ящике. Так, левый заберите, не понадобится. Госпожа Сибуль, на одной рекламе крема для обуви подобный предмет разместили в необычном месте. Имеется в виду вот этот предмет, вы просто на него не смотрите. Вот этот предмет, который на черном ящике. Итак, подобный предмет разместили в необычном месте. А то, что обычно устанавливается на том месте, сейчас находится в черном ящике. Внимание, вопрос. Что это за место и что в черном ящике? Зеркало автомобиля, да. Поворот, блестит, что все видно. Про зеркало я поняла. Что такое хороший крем для обуви, да? Он блестит, очень отражает. Абсолютно черный. Либо смотреться в него, либо свет. Ребят, по поводу определенное место, это может быть ванная комната, не знаю, что-нибудь такое. Где зеркала еще? В телескопах, в маяках. Что бывает? А можно брать? Какой-то отражатель, да? Да. Ребята, зеркало велосипеда, например, нет? Что еще раз? Зеркало велосипеда какой-то. А как это отделить от машины? Ну, слушай, это в любом случае велосипеда тоже зеркало заднего вида. Так, ребят, я про зеркало заднего вида вообще все поняла. Окей. Где еще зеркала? Ой, да, вот это. Сумочке, зеркальце, в дамской сумочке, да. Одно зеркало. Смотри, ты в сумочку типа Ну берешь, да, потом согласен, смотришь, согласен. Ну да. Косметичка На что еще? какая-то. Где еще? Еще где отражающий зеркала? поверхность? У дантиста что-нибудь такое, но оно маленькое очень, да. Надо назвать место и В что в необычном черном месте. ящике.
Окей, ну вот это, которое вот здесь, да? Которое... Да. Ну, нет, заднего вида любое. или Внутренний над тоже рулем? можно поместить его. Нет, ну который вот здесь, нет? Ну, это одинаково. Они Ну да, так- здесь Итак, зеркала в машине. госпожа Сивуль, кто отвечает? Александр Мосягин. Александр Мосягин, прошу вас. Даже вот ботинок. Мы думаем, что этот ботинок должен быть начищен так хорошо, чтобы быть зеркальным, и, соответственно, место — это зеркало автомобиля, и что в черном ящике зеркало заднего вида. Александр, я правильно запомнил, что эту версию, которую вы решили выбрать, первая идею подала Анастасия Шутова, или мне так померещилось? Точно не я подал эту идею. Да, мне показалось Анастасия Шутова. А теперь, внимание, правильный ответ. Если крем хороший, то туфли начищены должны быть до зеркального блеска. Авторы рекламы сравнили туфлю, начищенную до блеска, посмотрите на экран, с зеркалом в автомобиле. У нас в черном ящике зеркало заднего вида. Абсолютно правильный ответ. 1-0 в пользу знатоков. Интересы знатоков защищает у нас директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Добрый вечер, господин. Андрей, скажите, у вас нет ощущения, что вместе с экспериментальной серией в клубе «Что, где, когда» наступила эпоха матриархата? То тройка Дарины с тройкой Дарьи, то тройка с тройкой Анастасии. То есть, короче говоря, как знатокам дали право выбора, власть захватили женщины. Я бы, господин ведущий, на вашем месте молиться бы стал, чтобы девушки не захватили вас и вашу власть. А так, как представитель госкорпорации «Росатом», я, конечно, приветствую расширение влияния девушек в клубе, но подумал бы над тем, чтобы не просто увеличивать их количество за этим столом, но чтобы они себя попробовали в каких-то новых ролях. Вот новая тенденция в спорте, то чтобы девушки были рефери или судьи на поле. Было бы, наверное, здорово, если бы у нас в клубе тоже появилась девушка-судья, которая бы показывала бы карточки знатокам за подсказки. Но это было бы весьма красиво. Найдем. А интересы телезрителей защищает вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, скажите, а вы как к матриархату относитесь? Ой, вы знаете, я даже об этом не думал, но что я точно знаю, что вот вас я не планировал заменять на девушку. Как Спасибо, Алексей. Да. Но еще я заметил, что когда вот вы объявляли телезрителей, которые сегодня будут играть против знатоков, там были в основном девушки, только 2 мужских имени. Поэтому я бы хотел сказать мужчинам, давайте поактивнее. Да, то есть нас окружают. Спасибо, Алексей. Второй раунд. Госпожа Гейченкова, скажите, а вы за матриархат? Да. Да. Госпожа Сибаль, а вы? Конечно. Тоже. Вы знаете, Дарина, ну мне кажется, когда за столом 3 девушки, это просто, как сейчас говорит молодежь, гендерное равенство. А вот, например, у Алены Полошевой, которая руководит только мужчинами, а женщин к столу близко не подпускает, вот это, да, это матриархат в отдельно взятом коллективе. Ну что, начали, Дарина, вы весело? И сейчас у нас, мой любимый суперблиц. 3 вопроса по 20 секунд размышления на каждый. Играет один знаток. Сегодня, кстати, у нас, Дарин, большой праздник. Сегодня исполнилось ровно 10 лет, как Борис Белозеров выиграл суперблиц. Я сегодня отмечаю это событие с самого утра. Уважаемые телезрители, в экспериментальной серии «Суперблиц» может играть только представитель главной тройки. Дарина, кто останется за столом? Павел Журавлев. Опять Павел Журавлев. Ну, Павел, решили вас испытывать по полной. Чтобы одержать победу, Павлу нужно ответить на 3 вопроса подряд. Так, а что сидим? Чего ждем? Так. Итак, Павел, внимание, вопрос первый. Максим Макеев из города Остров Псковской области интересуется, что в финском языке означает слово, которое можно перевести на русский язык как «берег неба».
Прошу, Павел. Горизонт. Берег неба – это горизонт. Абсолютно правильный ответ. Павел, с горизонтом вы справились. А теперь вас ждут два вопроса, которые остались от Суперблица прошлой игры. Тогда, напомню, на первый же вопрос про икебану вы не ответили. А сейчас, внимание, вопрос второй. Господин Журавлев, пэнь по-китайски таз, горшок. Цзин, вид, пейзаж. Юлия Вендина из Калуги интересуется, каким словом мы называем то, что китайцы назвали пэнь-цзин. Павел, прошу вас. Что-то полукруглое, и на нем пейзаж. У меня есть вариант, что это может быть диорама. Диорама. Каким словом мы называем? Они пэнь-цзин, а мы диорама. Интеллектуально. А теперь, внимание, правильный ответ. Павел, я не случайно вам напомнил, что неделю назад первый вопрос был про икебану, чтобы какая-то логика проследовала была в этом. Пэнь-цзин дословно пейзаж в горшке. Мы называем так, как называют японцы, бонсай. Кстати, искусство выращивания миниатюрных деревьев зародилось в Китае, а уже потом приобрело популярность в Японии. Бонсай, икебана и бонсай – это не ваше, Павел. 1-1. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Юлия Вендина из Калуги. 1-1. Третий раунд. Господин Журавлев, на прошлой игре вы все забрали себе. Как самые яркие взлеты, ответ на последний вопрос был ваш, так и самые громкие падения, чего только стоит неправильный досрочный ответ. Павел, как вы полагаете, по этой причине вам не достался приз лучшему игроку? Приз лучшему игроку достался Андрею тому, Островскому, тоже кого хорошо посчитали достойными. Мне кажется, что это был абсолютно достойный приз. Павел, что касается досрочных ответов, это риск. Я понимаю, да, и я в тот раз Какой? Я переоценил. хочу вас призвать, Павел, вы рискуйте на радость Алексею Гиязову. А сейчас против вас играет повар Евгений Романов из Кагула. Госпожа Шутова, в 1874 году она вместе с младшим братом закончила рукопись поваренной книги, в которую вошли более 100 рецептов, в том числе именных. Например, сливочная каша от графа А, Пасха от Спичинской, Степанова пирожное, лимонная вода от Маруси Маклаковой. Издали эту книгу только в 2016 году, тогда, когда Борис Белозеров Суперблиц выиграл, и дали ей весьма оригинальное и лаконичное название. Обед. Внимание, вопрос. Для кого обед? Как назвали книгу-то? Досрочный ответ, господин ведущий. Досрочные ответы отвечает кто? Александр Мосягин. Александр Мосягин. Ее назвали «Обед для льва». Речь идет о меню для Льва Толстого. Теперь, внимание, правильный ответ. А брата-то как звали? У меня с этим большие сложности, господин ведущий. Да, не я запомнил. помню ваш Но мы финал теперь точно знаем, что он есть. 2024 года, да, это Степан Андреевич. Посмотрите на экран. Они оформили рукописную книгу, видите, издатель Степан Андреевич Берс посвящает это издание сестре графине Софье Андреевне Толстой. Ну а изданы были эти рецепты семьи Толстых под названием, посмотрите, господин Мосягин, «Обед для льва». 2-1 в пользу знатоков.
И Александр Мосякин приносит дополнительную минуту на размышление. Госпожа Сибуль, напоминаю, что по правилам экспериментальной серии использовать дополнительную минуту на обсуждение можно и в следующей игре, если она, конечно, у вас будет. Вторая игра мини-сериала Дарины Сибуль. Счет 2-1 в пользу знатоков. Мы начинаем 4-й раунд. Госпожа Шутова, Анастасия, вы ведь тренировали команду Дарины Сибуль, а сегодня вынуждены Дарину слушаться. Это вам трудно дается? Во-первых, не вынуждена, а я рада, что Дарина меня позвала, нас позвала играть. Вообще не трудно. Очень приятно. Анастасия, вы примерили уже на себя кресло лидера, ну, по-старому, капитан. В чем-то разницу ощутили? С обычным креслом, да, и серьезную. Да? Ну а в чем разница, как проще и как интереснее? Мне интереснее сидеть в этом кресле, потому что здесь больше простора, чтобы подумать. А чем вы были заняты, пока сидели в том кресле? Слушала остальных. То есть уходит очень много сил, я так понимаю, на то, чтобы слушать остальных. Да, все. Нет времени подумать. Нет времени подумать. Пора мне подумать о том, Химки, подумать над тем, чтобы давать 1,5 минуты еще, чтобы вам минуты маловато. Итак, против вас играет журналист Ирина Гуляева из «Химок». Госпожа Агейченкова, я слышал, что вы любите вопросы, в которых необходимо воссоздать какую-то историю. Да? Этот вопрос из таких. Послушайте отрывки из дневника великого князя Константина Константиновича Романова за 1892 год. 29 января. Сегодня читал стихотворение Фофанова, присланное мне автором. 31 января. Опять читал Фофанова, и, признаюсь, в обыкновенное время я бы не сумел себя заставить читать такую поэзию. 5 февраля. Опять сидел со стихами Фофанова, удивляясь в них признаками таланта, затемняемыми на каждой странице бессмыслицей. Внимание, вопрос. По какой причине великому князю Константину Романову приходилось читать Константина Фофанова? Ребята, это может быть его псевдоним, допустим? Да, вот он сам писал под этим псевдонимом, он же не мог писать как Романов. У меня ощущение, что... Да, и поэтому... А он сказал в обыкновенное время, значит, в необыкновенное время. А что значит? Допустим, Вам не кажется, что это типа как... это граница января. Можно на корабле плыть куда-нибудь, в поезде ехать. В поезде, да, по какому-то трансибу он едет, Или его на как раз так корабле. сделали, У него и с собой ничего только... другого нет. Смотрите, Да, что, это очень хорошо. поезд или корабль? Это может быть метафора какая-то, типа он ничего не делал, ленился. Ребят, вот, поезд или корабль, это важно? Ну, По какой причине? у него не было ничего другого. Он ехал 7 или 8, ну, в смысле, 7 или 8 дней их читал. То есть он был в путешествии. Хорошо, а 92-й год, известные события, там коронация, не коронация. Коронация Николая еще рано, по-моему. Это все-таки Он в какой-то изоляции, как будто... Может быть, карантин какой-то у может, него он в был. дипломатическую поездку Какой куда-то еще может поехал. быть, что еще может быть Карантин, необычное на много дней? Конфликт Заболел он. какой-нибудь. В армии Как это находился. сформулировать И вел дневник. У него больше не было других книг. Мог быть на смотрах в армии, еще где-нибудь. Итак, кто отвечает? Ответит Александр Мосягин. Александр, прошу вас. Давайте предположим, что у Константина Романова больше не было никаких других книг, и он читал вот Фофанова. А книг у него не было, потому что он был, допустим, в путешествии. Ну да, про это, собственно, спрашиваю. Да. А то как... Ну да, был вынужден читать книгу, потому что других не было. В этом смысле вы правы. Ваш ответ понятен. Теперь, внимание, правильный ответ. Госпожа Любинская, этот вопрос лежал на прошлой игре. А вы бы помогли? У вас есть какая-то другая версия? Ну, мы думали, что это связано с путешествием на поезде, но в целом мы согласны с командой. Согласны. А другие версии есть в зале? Бессонница, например. Была гипотеза, что это может быть его псевдоним собственный, второй. Это вряд ли. Это вряд ли. А не было карантина какого-нибудь, например? Да нет, уважаемые знатоки, все значительно интересней. Госпожа Агейченкова, давайте я вам расскажу, так как вы любите раскрывать истории.
Что же могло заставить великого князя сидеть с томиком тех стихов? Что могло происходить в тот момент? В эти дни великий князь Константин Романов, посмотрите, позировал художнику Илье Репину. Видите, у него книга в руках, и он вынужден был читать Фофанова. Что-то, господин Дмитрий Филиппов, у вас очень насупленные брови. Вы не поняли, в чем вопрос? Я не успел посмотреть. Покажите, пожалуйста, давайте Дмитрию Филиппову. Так понятней? Да, так значительно яснее. 2-2. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Ирина Гуляева из Химок. Господин Гиязов, это как раз та самая Ира из Химок, про которую вы в прошлый раз говорили с Сергеем Штейном. Уважаемые телезрители, пока все мини-сериалы заканчивались поражением знатоков во второй игре. Но, может быть, получится дойти до финала сегодня. Господин Белозеров, вы не против дойти до финала сегодня? Ну, господин ведущий, как можно быть против? Конечно, с удовольствием. Я не знаю, мало ли что. Господин Элькис, а вы не против дойти до финала сегодня? Нет, конечно. Или пусть все идет, как идет? Выиграли, проиграли. Господин Друзь. Да, господин Ильич. А вы как считаете, хорошо бы, чтобы был финал мини-сериала? Вы знаете, господин ведущий, хорошо бы, что они сегодня выиграли, потому что я на их победу Как-то поставил спорь. вы не радостно как-то говорите. Я поспорил, что они сегодня выиграют. Ну, хорошо, Александр, я знаю, что вы очень меркантильный. Но это все-таки не столь важно. Господин Козлов, ну все-таки, господин Козлов, ну, финал, это ж хорошо. Вы с Максимом Поташовым придете в орденах. Красиво. Это красиво, знаете, меня гораздо больше сейчас пока занимает вопрос, если, и я надеюсь, команда победит сегодня, какую тройку Дарина выберет. Вот мне очень интересно. Это интрига, но мы еще к этой части не перешли. Пока еще надо выиграть. Да? Пока еще. Вот сначала надо выиграть, Александр. Прав абсолютно. А я в этом не сомневаюсь. 5 раундов. Господин Мосягин, перед этой игрой вы сказали, очень хочется снять заклятие второй игры. Вот почему вам это так важно? Кого просто не было слышно? Не слышно меня, да? Меня не слышно? Сейчас слышно. Вот сейчас слышно. Господин Мосягин, перед этой игрой вы сказали, что хотите снять заклятие второй игры. Почему вам это так важно? Ну, когда садишься играть, надо хотеть выиграть, иначе не стоит начинать. Вот, ну, поэтому. Вот вы провели в составе главной тройки 2 игры, сегодня в приглашенной. Но сегодня как-то порасслабленнее или 100? Кажется, да, но я не вполне уверен. Не уверен. Давайте на всякий случай сверху посмотрим, там предыдущий сектор не задел я? Нет. Все правильно, да, господин Козлов? Да, все абсолютно. Все правильно. Тогда против вас играет дизайнер Полина Санжиева, город Элиста. Господин Журавлев, да, господин Ильич. Скажите, Павел, вот какие отметки вы чаще всего ставите своим ученикам? Я добрый преподаватель. Я ставлю чаще 5,4. Господин Мосягин, а вы? Ну, тоже, наверное, как господин Журавлев. Мне кажется, что оценки это в целом лишние, но раз их приходится ставить, то 5,4 в основном. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Познакомьтесь, это моя племянница Айлана. Она учится на 1 четверке и 5 и очень нас всех радует. Если вам поставили 2, то чтобы добиться результата и получить 5, нужно усердно трудиться. Они примерно 30 лет назад добились повышения результатов только потому, что каждый раз в определенный момент стали заменять римскую 2 на 5. О ком речь и о чем? Как 2 и вот так вот, смотри, 2, 5. Ну, как будто вот палочки вот так объединяются. На что это похоже вообще? 2 палочки заменили на 30 лет назад, да? Лыжники какие-то вместо вот так вот стали делать. Лыжники вот так. Стоп, вообще ничего не понимаю. Другая техника. Ребят, конек, да, коньковый ход. Не палки, а коньковый ход и классика, допустим. Получается 5. Да? Я вам просто Ребят, коньковый ход же. Я вам верю. С трамплина, то есть они не вот так летели, Да, очень повышает, да.
Да-да-да. Похоже. Они повышение результата. Трамплин на лыжах. Повышение какого результата? Длина Длина, да, длина Окей, о чем о ком речь, да. Я вам просто Слушайте, типа верю. Не знаю. Почему это лучше, чем просто лыжи? Потому что они, во-первых, Там понятный результат. На лыжах разный ход для разных мест используется. Там везде стали делать. Они вроде бы действительно летят вот так. Да, и елочка, она все-таки вот так, а это прям вот пятерка О чем получается. речь о ком? Да. Ответит Павел Журавлев. Итак, отвечает Павел Журавлев. Предположим, что речь идет о прыжках с трамплина, и они это, собственно, прыгуны, лыжники, которые ставить лыжи не вот так в полете, а вот так. Объясните на всякий случай еще раз, почему не беговые лыжи? Ну, Вашу логику. Как заметил господин Анцупов, в беговых лыжах разные стили используются для разных задач. Коньковый ход для одних задач. Понятно. А там в определенный момент еще существует, да? Теперь, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Раньше, во время прыжка, было принято держать лыжи параллельно друг другу по аналогии с римской двойкой. А теперь лыжи в полете напоминают римскую цифру 5. Благодаря этой технике увеличилась дальность полета. Ну здорово! Господин Анцупов сказал лыжи, а потом подхватил Павел Журавлев, уточнил, что прыжки с трамплина, и получилось здорово. Молодцы. 3-2 в пользу знатоков. Господин Гиязов, расстроились, да? Ну, да нет. Вопрос хороший. Вопрос хороший, но здесь снят красиво, да. Ну ничего, давайте, раз уж вы намекаете. Я не намекаю вообще, нет. Ну, хорошо. Алексей, решайте. Я думал, там господин Друзь подмигнул про деньги. Давайте поощрим этот вопрос 50 тысячами рублями. Вот так сколько. Это вы поощрили на 5 Полину Санжееву с племянницей. 6-й раунд. Господин Анцупов, да, господин я вас поздравляю, первая идея все-таки ваша была. Спасибо большое. Вообще, экспериментальная серия, Артемий, позволяет взглянуть на знатоков немножко с другого ракурса. И пока вы самый яркий пример тому. Скажите, что вам удалось открыть в себе в этих играх? Мне в себе удалось открыть, скажем так, я понял, что я могу управлять собственным голосом и собственным обсуждением с разными людьми, потому что у меня не так много игр было. Мы очень долго притирались с командой Дениса к этому. Оказалось, что я могу теперь гибче этим заниматься. Артемий, сейчас остановится Волчок, я поделюсь с вами одной информацией. Владимир. Артемий, Марина Анцупова из Москвы просила напомнить вам, чтобы вы не кричали и не теребили бороду. Пока вы справляетесь, но тем не менее. От себя хочу добавить, Артемий, теребите спокойно. Вот моя жена тоже мне все время советы дает. Ну что поделаешь, матриархат не только в клубе. Так, а сейчас у нас Владимир. И против вас играет дизайнер Наталья Багрова. Соответственно, из Владимира. Госпожа Сибуль. Да, господин. Знаете, не часто нам удается иметь дело с подлинными экспонатами. Художник Инна Гришечкина любезно предоставила нам свои работы. Внимание, вышивки. Перед вами работы из серии «Невидимые вышивки». Они не раз демонстрировались на различных выставках. Внимание, вопрос. Что по замыслу автора символизируют невидимые вышивки? На что Инна Гришечкина хотела обратить внимание своими работами?
как это экологическая вещь. Если на свет посмотреть. Может быть, как конверт. А там что? Снежиночки какие-то. Здесь зигзаги. Здесь черточки. Действительно, Хорошо, может, это невидимый вклад кого-то. Белым по белому. Действительно, незрячие, ты можешь их только щупать. Да, вот ты ее не можешь обратить внимание. Там проблема незрячих людей. На то, что незрячие не поддерживают. На то, что незрячим людям в музеях неинтересно. Смотри, а это может быть, там, не знаю, женская работа по дому, она такая же невидимая. Да, он невидимый. Нет, именно по дому работа, такая же невидимая. Да, это прям Ну, это хорошо. тяжелая работа, хорошо. Почему они разные? Ну, я бы просто из принципа это ответила. Что по замыслу символизирует и на что обратить Смотри, она на внимание? платочку, да. А что обратить? если на просвет там ничего не получается? Какие-то не получается. Кого мы Белое еще по не белому. замечаем, Да, например? кого мы еще не замечаем? Работников любые, ну, Ребята, на изнанке там нет? Вот любые можно сообщества специально на маргинализованных изнанке? их не замечаем. Ну, то есть, Ну, на изнанке вроде нет. все нормально. мне кажется, невидимый домашний... Да. Итак, кто отвечает? Я попробую ответить. Прошу вас. Давайте предположим, что художница так пыталась обратить внимание на домашний труд, в основном женщин, который часто остается невидимым. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Подашов, вот обратите внимание, уже вторую минуту подряд с подачи кого-то, в данном случае Диана Агейченкова сказала невидимый вклад кого-то, Анастасия Шутова подхватила, а Дарина Сибуль все это собрала вместе. Это, Дарина, эти вышивки символизируют невидимый женский труд. Инна Гришечкина хотела обратить внимание на то, что ежедневная рутинная работа по дому часто остается незамеченной. 4-2. Ну, вы на сложный вопрос ответили. Я не знаю, как с вами дальше играть, честно говоря. Уважаемые телезрители, по окончанию этой игры лучшему знатоку будет вручен хрустальный атом. Традиционный приз от госкорпорации «Росатом». Определит лучшего Андрей Тимонов. Господин ведущий, я вот сегодня как-то абсолютно прямолинейно и бесхитростно очень так сильно болею за команду. Конечно, если, как вы сказали, гендерно сбалансированная команда сегодня второй раз выиграет, то это будет не просто вторая победа и выход в финал, это еще будет маленькая победа сильных и независимых девушек клуба. И, Дарин, прости, но я на тебя смотрю и все время представляю там Клара Цеткин, Розу Люксембург и Дарину Сибуль. Я бы такой бы начал. Да. Спасибо, Андрей. 7-й раунд. Госпожа Агейченкова, после прошлой игры вы сетовали на то, что очень хотели помочь партнерам, но не успевали за ними. Но сегодня вы уже свой вклад внесли достойный в сложный вопрос. Я рада, я не чувствую себя бесполезной. Все, я счастлива. А знаете из-за чего? Из-за чего? Вы знаете, у вас же вчера был день рождения. Да, я вас поздравляю. А человек, он всегда перед днем рождения, он немножко такой в яме находится. А в день рождения 13-й сектор. В день рождения у вас будет 13-й сектор. Карточку мне кто-нибудь даст? Извини, у меня редакторы чай пьют. Интернет против знатоков. Сегодня в 13-й сектор поступило у нас 19 477 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. Против вас играет автоэлектрик из Мурманска Александр Ивленко. Внимание, вопрос. В 1652 году голландские моряки у мыса Доброй Надежды основали Капштадт и разбили там сады, которые сохранились по сегодня. Какие это были сады? Лимоны, цитрусы выращивать. А вот очень долгий путь. Почему лимоны от цинги мы Лимоны от цинги. Вокруг мыса Доброй Надежды очень долгий путь. Ребят, лимоны или апельсины? Лимоны. Стоп, тихо, про лимоны все поняла, еще есть варианты. Цитрусы какие-то другие. То есть тебе нужно много витаминов. Это одно и то же, это одно и то же. Не хочется на одной останавливаться. Тюльпаны, да, голландцы это тюльпаны. Но это бесполезно. Сахарный тростник, Ребят, алкоголь делать. это юг Африки, да, такой теплый весьма климат.
Соответственно, сады для дерева, чтобы корабли потом А если это что-то иносказательное? Это лес. Смотри, если хочется деревья, то деревья долго растут, Что-то иносказательное, там обсерваторию какую-нибудь они назвали, садами, какую-нибудь библиотеку с картами, например. Вот что-то другое. Да, хорошо. А цветы как бы погибнут. Что еще нужно в длительном плавании? Там какие-то карты, веревки, пенька какая-нибудь. Ну, вода и сады, да. Пенька, конопля, вот как вот лен, что-то вот из чего делают оснастку. Итак, прошу ответ. Ответит Анастасия Шутова. Анастасия, прошу вас. Ну, предположим, что в этих садах выращивали цитрусовые, которые были необходимы, чтобы бороться с цингой. И это были сады с деревьями цитрусовыми, лимонами, апельсинами. Давайте посмотрим на экран. Внимание, правильный ответ. Ну все. Госпожа Шутова, вы случайно не пользовались QR-кодом? У меня нет телефона, господин ведущий. 5-2. Вторая игра мини-сериала Дарины Сиболь. Пока счет 5-2 в пользу знатоков, пору звать уже магистров в помощь телезрителям. А мы начинаем 8-й раунд. Уважаемые телезрители, если у вас есть идея хорошего вопроса, я вам настоятельно рекомендую не тянуть. Лучше сейчас отправить, а летом отдохнуть. Адреса, как всегда, перед вами. Господин Гиязов, ну что, мне теперь ждать финал мини-сериала или все-таки кино не будет? Давайте подождем вместе. Ну вы уже в финал хотите или... Знаете, в этом тоже есть плюс. Судя по всему, это произойдет, но есть плюсы. Мы здесь увидим академиков. То есть вы сегодня не прогнозируете победу телезрителей? Даже, но они действительно, вот два последних, ну не 13-й сектор, а вот и про лыжников, Минск, да. И про лыжников, и про невидимые вышивки, это здорово раскрутили. Ну да. Против вас играет менеджер Наталья Тислюк из Минска. В 1981 году перед входом в здание районной администрации немецкого города Швебиш-Халь установили скульптурную композицию из бронзовых фигур. Представьте, несколько человек с помощью веревок тащат за собой упрямых животных. Внимание, вопрос. В чем особенность расположения этой композиции? Для чего она? Для чего ты хочешь? Нулевой километр от какой-то солнечные часы. Дали веревки, ребят. Они, может, очередь так формируют здание администрации. Очень хорошо. Чтобы... Зачем туда очередь? Ну, чтобы она была структурированная. Они тащат на веревках. Но вроде бы очередь должна быть не на входе, да, а внутри. Да, 81 год. То есть как упрямых животных, ослов, баранов, овец. Можно туда повесить там типа вещи, куртки какие-то оставить. Нет, перед зданием, может, велосипед оставить. Это здорово. Парковки автомобилей, может быть, они маркируют парковки автомобилей, как будто тут важно само расположение, то, что Германия. В чем особенность этой композиции вопрос? Да. Что она еще какую-то функцию выполняет. Еще одну функцию я поняла. Но вроде бы очередь снаружи не очень. Солнечные часы какие-нибудь. Какие-нибудь направления. Длинная, вот протяженная линия. Мне очередь тоже понравилась, мне уже несколько человек, несколько, да. Вот тебе, может, что-то... А в 81 году уже были там велосипеды? Мне кажется, велосипеды. Хорошо. Итак, отвечает Анастасия Шутова. Анастасия, прошу вас. Ну, предположим, в чем особенность этой композиции? В том, что вот эти несколько человек с веревками, которые тащат этих упирающихся животных, они выполняют еще и практическую функцию. То есть можно, например, там, парковать велосипеды около этих животных. А теперь, внимание, правильный ответ. Анастасия, там вы обратили внимание, в чем особенность расположения этой композиции? Не в чем особенность, а в чем особенность расположения. Снова я не записала. Как-то расположение особенное еще какое-то. Надо ответить. А перед входом в здание, Анастасия, что может быть? Вот вход в здание, что может быть с особенностью расположения? Перила. Так, то есть перила, значит что? Поручни какие-то. Тащат за собой.
тащат за собой куда? Вниз или вверх? Вверх. Перед входом в это здание расположено, посмотрите на экран, лестница. А скульптурная композиция выполняет роль поручня. Вот в чем особенность расположения. На лестнице это находится. Это поручень. 5-3. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Наталья Кислюк из Минска. Девятый раунд. Госпожа Сибуль, неделю назад вы впервые смогли проявить волю к победе, отыграться со счета 3-5. У вас такого еще не было. Сегодня счет 5-3, даже был 5-2. А вы способны в обратную сторону отыграться? Ну, в теории, думаю, да, но сегодня не хотелось бы проверять. Ну что ж, сегодня для вас победа очень важна. Во-первых, это финал. А во-вторых, гарантия продолжения участия в сезоне, потому что так вы один мини-сериал пропустите, а что там будет дальше, неизвестно. Итак, Андреевская. Против вас играет Светлана Гривцова, деревня Андреевская, Московская область. Посмотрите на экран. Перед вами федоскинская миниатюра, экспонат музея Новый Иерусалим. Автор Геннадий Ларишев назвал свою работу «Первое радио». Видите, в центре стола репродуктор. Внимание, вопрос. А что мы от вас скрыли? Гузлеева, лайка. Да, или патефон. Что стояло вместо радио? Да, что-то самовар мог стоять. Может, что-то убрали со стола, да, самовар. Хорошо, что... Потому что они там чай Вот пьют. что-то, Раньше эта их штука стояло. заместила. Вот что было вместо этого в центре стола? Икона, самовар, что это Или функциональное радио заменило, например, гармошку. Ну, вот играли на гармошке раньше, а теперь слушают. Где новости раньше люди Эта получали. штука довольно высокая, да? Если от нас закрыли только нее, самовар, хорошо. И там они чай пьют. А вот он прислушивается тогда. Стоит для Да, они там прям как будто, за столом отдыхают. Гармонь, наверное, нет, гусая уже поздно. Чайник — это заварка. Да, это другое. Минута еще есть. Потому что вам музыка не нравится, как бы? Зачем ставить на стол гармонь? Ну вот что-то Я сняли, согласна, да. Это шутка такая, да? Что Очень смешно. Заменила. Типа функциональная замена или на столе реально? Во главе стола теперь... Итак, кто отвечает? Я озвучу нашу общую версию. Нам кажется, что это самовар. 6-3. Уважаемые телезрители, свое место на столе репродуктору уступил. Посмотрите на экран. Покажите экран нам. Самовар, вот он. Знатоки одерживают победу и во второй игре. Таким образом, мини-сериал Дарины Сибуль продолжится. И будет, наконец, финал. Вот имена победителей. Дарина Сибуль, Павел Журавлев, Диана Агейченкова. Это главная тройка. А помогали им сегодня Александр Мосягин, Артемий Анцупов и лидер приглашенной тройки Анастасия Шутова. Поздравляю вас! Господин Тимонов, кто из знатоков был сегодня лучшим? Какая роскошная игра, и настроение хорошее за столом, и счет-то хороший, и все очень ровно сыграли. Это вот тот случай, когда ну трудно кого-то выбрать. Вот все сделали свой вклад в победу. Поэтому давайте пойду так немножко, может быть, чуть-чуть неправильным путем, но из-за заслуги предыдущей игры Павел Журавлев. Павел Журавлев, ваш первый хрустальный атом. Я вас поздравляю. Господин Гиязов, кто получит приз за лучший вопрос? Вы знаете, лучшим вопросом станет вопрос о портрете Константина Константиновича Романова. И Ирина Гуляева из Химок получит 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Благодарю вас. 300 тысяч рублей призового фонда этой игры остались неразыгранными. И вся эта сумма поступает в призовой фонд финала года. Госпожа Сибуль,
С какой тройкой вы будете играть в финал, это вопрос очень сложный. Я даю вам время подумать. До утра. А эта игра закончена. Спасибо всем за игру. Уважаемые телезрители, следующую игру экспериментальной серии смотрите на Первом канале в пятницу 5 июня, сразу после программы «Время». И вы узнаете, какую тройку пригласит Дарина Сибуль.